Привет! Сегодня мы отправимся в Португалию, страну, о которой не часто услышишь, особенно по сравнению с другими европейскими государствами. Выясним, что там происходит, что интересного и впечатляющего. Информация будет общая и разнообразная. Если видео понравится, я сделаю отдельное с более подробной информацией по конкретным локациям. Ну что ж, поехали! Португалия относительно небольшое государство, на берегу Атлантического океана, занимает примерно 15% Пиренейского полуострова. Остальная часть принадлежит Испании. И граничит Португалия только с Испанией, является самым западным государством континентальной Европы. Площадь 92 225 квадратных километров. Ближайшие соседи по площади – Иордания и Венгрия. Население примерно 10,5 миллионов. Примерно столько же в Швеции, Чехии и Греции. Во всей Португалии население меньше, чем в одной Москве или Джакарте. В Португалии говорят, как ни странно, на португальском языке, но есть еще миранский. На нем общаются на северо-востоке страны примерно 15 тысяч человек. Кто смотрел мой старый ролик про Европу, помнит, что именно в Португалии находится самая западная материковая точка Европы – мыс Рока, недалеко от города Синтра. Столица и главный порт страны – прекрасный город Лиссабон, населением 550 тысяч, что меньше большинства столиц Европы. Но если учесть агломерацию, то общее население будет около 3 миллионов, что является третью всего населения страны. Площадь Лиссабона всего-навсего 100 квадратных километров, как можно заметить, очень невелика. Примерно как в этих городах, но как мы знаем, агломерация около 3 миллионов. Официальная черта города захватывает всего 550 тысяч. По некоторым данным, является старейшей столицей Европы после Афин. В Лиссабоне самая теплая зима среди всех европейских столиц. Средняя температура плюс 12. Осадков примерно 700 мм. С ярко выраженным сезоном. Так, с июня по сентябрь дожди редкость. С 1959 года работает метро. Всего 4 линии и 56 станций. Вилла-Нова-ди-Гайа. Второй по величине город Португалии. Население 300 тысяч. И забавно, что ее площадь 170 квадратных километров больше, чем столица. В городе большое количество погребов, где хранится портвейн, которые можно посещать туристам. Знаменит огромным количеством экологически чистых пляжей, общей протяженностью 18 километров. Также канатная дорога Гайя через реку Дору в Порту. К слову, река Дору или Дуэра является крупнейшей в стране, к ней мы еще вернемся. И замыкает тройку городов с площадью 41 квадратный километр знаменитый Порту. Является соседом предыдущего города, с которым разделены рекой Дуэра, от названия которого и названа страна. Население примерно 240 тысяч. Среднегодовая температура плюс 15, а осадков до 1300 мм. Самой крупной рекой по площади бассейна в Португалии является Тежу или Тахо. 24 тысячи квадратных километров из 80 расположены на территории Португалии. Длина именно в Португалии 225 километров. Также является самой длинной рекой на полуострове, соответственно и самая длинная в Испании. Дору вторая по площади, но первая по длине – 330 километров. И третья Гвадиана – 240 километров по территории Португалии. Особо крупных или примечательных озер на материковой части Португалии нет. Но обязательно отмечу Азорские острова. Это архипелаг, автономный регион Португалии, площадью 2322 квадратных километра и населением примерно 250 тысяч. А вот на нем и расположено крупнейшее озеро страны – Сети-Сидадиш. Двойное озеро на острове Сан-Мигел, крупнейшем островом архипелага. Площадь озера 19 квадратных километров и максимальная глубина 33 метра. Расположено в кратере стратовулкана. Местные жители разделяют их на зеленое и синее озера, в соответствии с цветом воды. Вокруг можно наблюдать красивейшие пейзажи. Но из-за деятельности человека, несмотря на удаленность от материка и крупной промышленности, вода непригодна для питья. Остров Сан-Мигел имеет большое количество зеленых ландшафтов. А в кратере вулкана находится еще одно красивейшее озеро Лагоу-ду-Фогу, размером 7 на 4 километров и глубиной до 30 метров.
В западной части острова можно посетить еще одно живописное озеро, одноименное с чилийской столицей Сантьяго, также в кратере вулкана, совсем небольшое, 700 на 475 метров. И практически с такой же глубиной, как два предыдущих, 29 метров. Крупнейшим городом на Азорских островах будет Понта-дель-Гадо. Несмотря на площадь 232 квадратных километра, в нем проживает всего 67 тысяч человек. Средняя температура зимой плюс 15, летом плюс 22. При этом среднегодовая влажность около 80%, что значительно влияет на восприятие температур. Место достаточно дождливое. В год выпадает около 1300 мм. Ранее Азорские острова были беднейшим регионом Португалии, но за последние 20 лет очень сильно был развит туризм, и теперь любители экотуризма регулярно посещают эти зеленые места. Поскольку острова невелики, поездки редко длятся дольше часа. Да по сути гулять и рассматривать местные достопримечательности можно пешком. Несколько мест рекомендованных посетить. Ворота Понте-дель-Гадо, символ города. Церковь Святого Себастьяна, Церковь Святого Петра, Ботанический сад и местный рынок. Здесь же на островах расположен стратовулкан Пику, самая высокая точка Португалии, высотой 2351 метр, и на 6000 метров уходит под воду. Вулкан внесен в Книгу рекордов Гиннесса как гора с самой большой подводной частью в мире. Подъем занимает до 4 часов. Находится на одноименном острове с населением примерно 14 тысяч. Если обобщить, на Азорских островах главной достопримечательностью является природа. Так что достаточно просто прогуливаться, посещать большое количество обзорных точек и любоваться пейзажами. Если рассматривать наивысшую точку материковой части Португалии, это будет гора Торре. Но по сути это вершина плато, а не горный пик. Высота 1993 метра. По пути на вершину есть рестораны и магазины с местными продуктами. Осадки выпадают здесь в большом количестве, до 2500 мм. С октября по апрель бывают метели. Среднегодовые температуры в рамках от минус 5 до плюс 20. Португалия обладает очень высоким биоразнообразием флоры, можно сказать одним из самых высоких в Европе. Доминируют дубы, сосны, каштаны. Лавровые леса на острове Мадейра. Давайте немножко расскажу про Мадейру. Несмотря на то, что он находится на территории Африки, его относят к Европе, точнее к Португалии. Площадь 740 квадратных километров. Население примерно 260 тысяч. Расположен в 660 километров от побережья Марокко, а до столицы Лиссабона почти 1000 километров. Общая протяженность побережья 160 километров. Средняя температура держится в районе плюс 20. Сильной жары не бывает. Температура воды тоже около 20. А вот с осадками все неоднозначно. На юге 500 мм, а на северном побережье до 2000 мм в год. 20% площади всего острова занимают девственные лавровые леса. Много эндемиков, папоротники, махообразные. Лес объявлен всемирным наследием ЮНЕСКО. На острове есть ботанический сад Мадейры, хотя по сути весь остров и есть сад. Круглый год цветут орхидеи, азалии, магнолии, антуриумы. Ввиду большого количества зелени и теплого климата, 70% всего животного мира представлены насекомыми. Обитает 291 вид наземных моллюсков. Уникальными видами морской фауны являются рыба-сабля и рыба-ящерица, темный группер и тюлень-монах, который обитает только здесь. Мадейранская настенная ящерица также более нигде в мире не встречается. Питается растениями и муравьями. Может сбрасывать хвост и изменять цвет тела наподобие хамелеона. Еще один уникальный представитель – волчий паук. На грани исчезновения. Является самым крупным своего рода. Размах ног самки до 12 см. Прячется под камнями, охотится на других пауков, многоножек, ящериц. Для человека укус довольно болезненный. Из птиц – эндемичный мадейрский лавровый голубь, мадейрский зяблик и мадейрский огненный вьюрок. Главный город острова – Фуншал, в котором улочки выложены вулканическим камнем. Население примерно 105 тысяч. Интересное место в городе рынок Лаврадор, где можно оценить большое разнообразие фруктов, а также пройтись по набережной с прекрасными видами. За городом числится рекорд, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса, как самый масштабный пиротехнический праздник в мире. Произошедший фейерверк в ночь на 1 января 2007 года образовал огненный эллипс 6 на 3 километра. Да и вообще, в городе очень любят делать грандиозные фейерверки на Новый год. В целом здесь в течение года довольно много различных праздников. Касательно фауны,
Самыми примечательными будут волки, лисицы, лесные коты, бурые медведи, египетские мангусты, генетты, пиренейские козероги. Также большое разнообразие рукокрылых. Из змей для человека представляет угрозу два вида. Сиаанская гадюка, под метр длиной, обитает в зарослях и избегает засушливых зон. Яд довольно сильный. При определенных обстоятельствах может убить за несколько часов. Встречается в основном на севере страны. И курносая гадюка, или же латасте, обитает на всей территории Португалии. Менее опасна, чем предыдущая, но укус крайне болезненный и может причинять боль несколько месяцев. К сожалению, она встречается довольно редко, поскольку находится на грани исчезновения. Также представляют угрозу европейский скорпион, но куда меньшую, чем змеи. Из пауков знаменитая черная вдова, уже упомянутый паук-волк и паук-скрипка, укус которого вряд ли приведет к смерти, но создаст сильнейший некроз с последующей пересадкой кожи. На этом, наверное, с опасностями можно закончить. Кратко затрону местную кухню. Португалия входит в десятку стран мира и вторая после Исландии в Европе по количеству употребления населением морепродуктов. Конкурирует с многими островными государствами, хотя, например, соседняя Испания не входит и в двадцатку. Так что обычно на столах португальцев доминирует рыба, знаменитый портвейн, местные вина и сыры. Большое количество десертов с яичными желтками и миндалем и кокосовой стружкой. Популярно печенье Мария со сгущенным молоком. Распространен паштел де ната, пирожное из слоеного теста с заварным кремом. Традиционным будет айвовый мармелад. Интересный факт. Русское слово «мармелад» происходит от португальского, означающее «айва». В Бразилии, кстати, португальцы не нашли айву и заменили ее гуавой. Из мяса доминирует говядина. В стране много ликерных заведений. На побережье ловят сардины, крабов, моллюсков, осьминогов. Сардины на мангале очень популярны, как и калдейрада, национальное рыбное рагу с картофелем и луком. Рыба, в общем, подойдет любая, от трески и скумбрии до камбалы или хека. Иногда вовсе осьминог или креветки. А вот в Бразилии готовят из речной рыбы с чесноком, кориандром и лаймом. Также популярны соленая и сушеная треска. Едят с вареной картошкой и хлебом. А что же до мяса, стейки готовят на винном соусе из портвейна, либо маринуют в портвейне. На этом я буду заканчивать наше небольшое путешествие. Если вам понравилось, дайте знать, напишите комментарий, поставьте реакцию. И в таком случае будут продолжения, либо что-то аналогичное. Всем спасибо за просмотр и всего хорошего.